В этой части мы покорим пару великолепных средневековых крепостей Сербии, что на берегах Голубого Дуная. Влюбимся в живописную и захватывающую речку Дрина, отправившись по ней в плавание до самой Боснии. Окунемся в историю многовекового городка Вышеград и его знаменитого моста. А также поселимся и исследуем духовное место прославленного режиссера Кустурицы, излюбленную туристами деревню-курорт Древнеград. Ну что, поехали! Вот такое вот безмятежное утро в деревне Древнеград. Вот на одном из склонов горы Кустурица снимал фильм свой. Ему понравилась эта локация, здесь было довольно мило, свет падал так, как он хотел. После того, как он снял здесь фильм, он решил построить здесь избушку. Построил одну, две, народ стал приезжать, и он решил тогда это все коммерциализировать и сделал тут целый гостиничный комплекс. Построили тут много домиков таких деревянных. В общем, здесь есть все. Есть кинотеатр свой, несколько ресторанов, даже есть свое спа. Домики все очень уютные. Всего здесь примерно около 40-50 номеров. Каждый домик это 2, 3, 4 номера. Пройдемся, погуляем. Так я Андреечке прочищаем мозг. Вынимаем, делаем омлет, а потом возвращаем на место. Естественно, нам было любопытно провести здесь хотя бы пару ночей, чтобы лучше понять, что ж такого особенного нашел Кустурица на этой сопке. Ну так, заходим. Что мы видим? Кровать. Все из дерева стены. Есть еще одна кровать зачем-то, но мы будем ее использовать как стол для чемоданов. И вот у нас такой балкончик, с которого открывается вид на долину. Заходим в комнату Коли. Номера здесь, конечно, без особых излишеств, но какой обалденный воздух в округе. Злые, потому что голодные. Ну что, мила, забор я починил. Сшили тебе с лисицы, значит, и воротничок и на шее. Теперь тебе будет тепло зимой. Кровать вон отгрохал тебе, посмотри какую. Стул, правда, скрипит немного. И стул шатается. Ну, чуть-чуть шатается все равно. Не падает, главное. Не падает, но много не надо наливать. Наливай полстаканчика и все. Чтобы не разлить. Господин Кустурица был таки не дурак. Выбрал хорошее место. Очень красивые виды. Как мы понимаем, не только из-за видов, но здесь можно сразу сказать, два в одном. Есть виды, где полетать и что покушать.
утешить свое временное и душу, и тело. Комар залетел, зараза. Потому что все в щелях. Потому Помолимся. что все в дырах. От Древнеграда можно поехать в национальный заповедник Тара, где жемчужиной является красавица река Дрина. В национальном парке Тара много обзорных площадок. Вот мы находимся на одной из них. Что примечательно, здесь такие оборудованные столики стоят, где можно посидеть, перекусить, выпить бутылочку вина и насладиться вот такими вот необыкновенными видами на речку Дрина. А вот это вот озеро, оно образовалось, оказывается, закрытием вот этой вот плотины. То есть эта плотина держит эту воду, контролирует выдачу воды дальше по течению. Есть сказка такая, что, дескать, один из народных героев хотел перейти эту реку, не намочив ногу. И чтобы ему помочь, добрые волшебные силы бросили вот эту скалу в середину реки, и он смог прыгнуть на эту скалу и перепрыгнуть на другой берег на своей лошади. Лошадка Сивка-Бурка. Легенды легендами, а вот скала так и стоит с тех времен, и на ней даже построили какой-то домик. Чтобы узнать, есть ли в Сербии крутые крепости, лучше отправиться к берегам Дуная. Приехали посмотреть крепость Голубац. Довольно холодно, на улице сильный ветер. Крепость Голубац была построена еще в средние века, то ли венграми, то ли сербами. Но сразу после она была захвачена турками, Османской империей. И сколько бы венгры не пытались завладеть этой крепостью, у них ничего не получалось, потому что очень трудно проходимо это сооружение. Она находится на месте, где Дунай резко сужается, и его устье проходит между высоких скал высотой 500 метров. А здесь, перед входом в это узкое ущелье, Дунай, наоборот, довольно широко и выглядит как большое озеро. И вот как раз в месте, где озеро переходит в узкое устье, построили вот эту крепость. Ну вот, наконец-то при крепости построили гостиницу. Гостиница прямо аутентик. Манифик, магнифик. Вот такая вот избушка на курицах. Где-то в 50 километров от Белграда, в городе Смедерево, что на слиянии двух рек Дуная и Моравы, и который на протяжении некоторого времени даже был столицей Сербии в Средневековье, здесь в 15 веке сербские правители Бранковичи отгрохали примечательную массивную крепость. Крепость окружена 1,5-километровой стеной толщиной 2 метра и имеет 25 башен. Под властью сербов крепость оставалась недолго. С 15 по 19 век она была в руках Османской империи. А во время Второй мировой войны немецкие войска хранили здесь боеприпасы, и в один из дней они сдетонировали и уничтожили часть крепостных сооружений, которых так на то время не оставалось немного.
Взрыв забрал с собой еще и несколько тысяч фашистов. Сербские крепости, безусловно, заслуживают внимания. Но нас больше тянет к природе, которая здесь выдает такие красоты, коих мы и представить не могли. Нам очень повезло, что мы попали на круиз по реке Дрина. Река эта протекает через 3 озера, и на одном из них, Перучац, начинается наш маршрут. На берегу озера мы наблюдаем множество плавающих домиков, куда сербы приезжают на выходные насладиться тишиной и слиться с природой. Врезаясь в окружающие скалы, Дрина часть пути протекает через глубокий каньон. Окружающие виды вызывают у нас восхищение и благоговение. Большая часть русла реки проходит по границе Сербии и Боснии. Наш кораблик в течение 3 часов плавно везет нас через очаровательные извилистые ущелья в город Вышеград, что в Боснии, про который я еще расскажу. Мы тут с Олей сообща подумали и решили, что лучшего декоратора, чем природа, пожалуй, и не найти. Ни один человек в сознании, в трезвом, смог бы создать, но маловероятно, что настолько красиво и ярко. Спасибо то, что у нас есть возможность любоваться этими красотами. Река стала свидетелем многих исторических событий, включая насаждение ислама в этих землях во времена османского ига. Эти события до сегодняшних дней определяют положение и жизнь людей вдоль берегов Дрины. Несколько веков здесь сосуществует многонациональное и многоконфессиональное население. Однако нередко их сосуществование было ознаменовано военными конфликтами. Удивительно, как природа все-таки живуча на таких отвесных скалах. Можно увидеть деревья, которые все-таки находят где-то органику, прорывают своими корнями эти скалы, находят воду и каким-то образом даже растут ввысь. Но я хочу сказать, что, наверное, вот сколько мы едем, не было места и момента, где не было бы зелени. Настолько ярко и красочно. Еще много здесь всяких птиц водоплавающих. Цапли какие-то летают, в воду ныряют, выныривают через минуту. Видимо, рыбу ловят. После долгого пути мы наконец прибываем в боснийский Вышеград, где у нас будет всего пару часов до того, как наш кораблик прогудит отправление назад. Боснийский Вышеград – это такой холмистый городок с населением всего 6 тысяч человек, с великолепными видами на реку, где приятно прогуляться пару часов. Но меня влечет к одному месту, которое прям-таки запало в сердце. Середина 16 века. Здесь правит Османская империя. Маленьких детишек забирают турецкие воины из местных семей, чтобы отдать их в армию, сделать из них солдат. В том числе забирают и 9-летнего мальчика из семьи Соколович из Боснии, из окрестной деревни Соколович. Мальчик прощается с матерью на переправе, вот на этом месте. Мальчика забирают в Турцию, но там он делает карьеру.
он становится знатным вельможей и великим визарем, министром. Он помнит свою родину, и вот это вот расставание с семьей пробило огромную дыру в его сердце. Он помнит это место, где он расстался с матерью, и он приказывает построить здесь мост, потому что в окрестностях, в радиусе нескольких сот километров не было мостов. Он посылает свое доверенное лицо сюда. Доверенное лицо приглашает великих мастеров из Италии и приглашает рабочих со всех окрестных деревень. Над строительством этого моста трудятся многие сотни людей. И вот это сооружение стоит уже с 1577 года здесь. Про историю этих мест местный писатель Иво Андрич написал замечательную книгу «Мост над Дриной». Эта книга стала бестселлером, и он за нее получил Нобелевскую премию. Я с удовольствием недавно прочитал эту книгу, очень рекомендую к прочтению. На протяжении веков этот мост служил местом притяжения всех горожан. И сюда собирались молодые люди на свидания, купцы для заключения сделок, игроки поиграть в карты. Здесь разорялись, здесь выигрывали крупные деньги. Хочется зачитать отрывок из книги Ива Андрича «Мост над Дриной». Так в воротах между небом, рекой и горами поколение за поколением училось не очень горевать о том, что уносит мутная вода. Здесь они впитывали в себя неосознанную философию города. Жизнь – необъяснимое чудо, ибо, уходя и отцветая, она все же остается, нерушима и стойка, как на Дрине мост.